Привет! Это второй выпуск из Панамы. Здесь я расскажу, что еще можно посмотреть в столице, а также куда можно слетать в рамках одного посещения страны. Если вы не видели первый выпуск, то он вот тут. В прошлый раз мы с вами побывали на Панамском канале, а сегодня предлагаю прокатиться по столице и заглянуть в музей – Биомузей. Это и музей, и одновременно символ единства Северной и Южной Америк. Напомню, что Панама располагается на обоих континентах. И визуально конструкция музея как бы подчеркивает эту идею, показывает, как Панамский перешеек поднялся со дна, разделяя два океана и объединяя два материка. А яркие краски символизируют тропический климат Панамы. Здесь есть два огромных 10-метровых полуцилиндрических аквариума, в которых обитают представители морской и океанской фауны, жители вод Тихого океана и Карибского моря. Аквариумы демонстрируют, что после создания перешейка жизнь в Тихом океане и в Карибском море развивалась очень по-разному. На 14 видеоэкранах в Панама-Рама можно посмотреть панорамное видео, которое рассказывает об экосистеме Панамы. В разделе «Строительство моста» имеется в виду как раз перешеек. Рассказывается о том, как примерно около 3 миллионов лет назад возник Панамский перешеек, своего рода мост, соединяющий Северную и Южную Америки. Тут же можно узнать о тектонических силах, сформировавших перешеек. А в зале Worlds Collide можно узнать о том, как два материка были разлучены на протяжении 70 миллионов лет, о сформировавшихся различиях в их флоре и фауне, а также о появившейся возможности обмена при формировании Панамского перешейка, объединившего материки. Рекомендую поход в Биомузей. Помимо того, что он расположен вот прямо рядом с морем и открывается шикарный вид панорамный на морские просторы, также музей наполнен разными интерактивными панелями, видео рядом, аудио рядом, и, в общем, очень по современным технологиям обустроено все в этом музее. Классный большой аквариум с большими рыбами. Рекомендую. В нескольких минутах езды от Биомузея есть национальный центр Пунта-Кулебра. Тут большое разнообразие аквариумов, где живут панамские лягушки, морские черепахи, морские звездочки. В большом закрытом бассейне можно увидеть всевозможных рыб и даже акул. Отдельный аттракцион, конечно, это свободно разгуливающие зеленые игуаны и спящие на деревьях еноты и ленивцы. Ой, какой намыленный! Ой, какой хорошенький! Столица живет активной культурной жизнью. В прошлой поездке я ходила на суперский драйвовый рок-мюзикл, а в этот раз мюзикл был на тему глубокой психологической переоценки ценностей героя. В Панама-Сити проходит масса спортивных соревнований. Я участвовала в забеге.
Если вы тоже бегаете, то по календарю можно отследить и марафоны, и триатлоны, и другие форматы активных проектов для любого уровня подготовки. А если не столица, куда еще можно переместиться в рамках Панамы? Часовой перелет из Панама-Сити переместит вас в провинцию Чирики. Это вторая по уровню развития провинция в стране после провинции Панама. Это одно из самых красивых мест Панамы. Чирики часто называют любимой провинцией американских пенсионеров, но и панамцев привлекает красота этой земли. Многие мечтают о тихой, спокойной провинциальной жизни на заслуженном отдыхе вдали от шума городского, именно в Чириках. Жители провинции так гордятся своим происхождением, что иногда на вопрос о национальности отвечают «чириканец». Столица провинции – Давид. Бокете – это маленький город в долине Бару. Бокете часто называют латиноамериканской Швейцарией. Этому способствуют туманные леса, удивительный микроклимат и великолепный кофе. Этот городок – курорт мирового класса. Он расположен среди цветущих садов и кофейных плантаций в окружении прекрасных гор. В Чириках можно не только расслабляться, сидя в саду в шезлонге. Этот регион также придется по душе всем, кто жаждет ярких впечатлений. Рафтинг, пешие прогулки, скалолазание, купание в термальных источниках. Подождите. Рафтинг? Группа в красном со спасательными жилетами готова отправиться на приключения. Мне так понравилось, это просто невероятно. Мы видели змею, висящую на дереве, мы видели белую цаплю, черную цаплю, какую-то гигантскую птицу а-ля куропатка какого-то оранжевого цвета с черными пятнами. Мы видели речную, речная черепаха, игуану, переплывающую реку. Классно, впечатлений гора, все это очень интенсивно, мы преодолевали пороги, нам говорили, сейчас гребите, сейчас весла, наоборот, сушите, сейчас назад веслами, вперед веслами, кто-то выпадал из лодки. Море впечатлений и вообще супер класс, рекомендую. Для отдыха в Чириках лучше всего снять дом и каждое утро просыпаться под пение птиц, выходить с чашечкой кофе, смотреть на кофейные плантации и радоваться жизни. Считаю, что с погодой вообще супер повезло. И прохладно, и ветерок свежий. Ну что, неплохо было бы и поужинать? Сейчас будем вкусно лопать. Мы сейчас находимся в горах.
на высоте 1142 метра. Между прочим, высота от 900 метров до 1500 – это считается идеальная высота для выращивания кофе. И есть такое понятие, как кофейный пояс, который как раз идет в районе экватора и опоясывает весь земной шар. И вот на этой высоте произрастает идеальный кофе, потому что это самая благоприятная высота для его выращивания. То есть климат, почва и все необходимые условия для выращивания идеального кофе, они именно на этой высоте располагаются. Мы сейчас находимся в городке Букете. Это примерно, сколько мы летели, наверное, часа полтора лета от Панама-Сити. Здесь такая панамская Швейцария. Подстриженные газоны, все в зелени, все благоухает, цветет, куча цветов. Вот. И если двигаться по Букете, можно найти, здесь, во-первых, все усыпано такими горными тропами, горными дорожками. И на вот этих горных трассах встречается много кофешопов, и можно отведать разные сорта кофе. И вот сейчас будет проходить дегустация. Будем пробовать кофе на вкус. Отличается ли он от кофе в Панама-Сити и в других регионах, в других странах. Посмотрим, чем отличается панамский кофе от кофе гондурасского, кофе венесуэльского, кофе аргентинского. Очень интересно. Ну а пока я здесь гуляю, здесь, конечно, можно наслаждаться цветами, ароматами. Существует два вида кофе – арабика и робуста. Робуста растет почти везде. Робусте не нужна высота. И только для арабики, ароматного кофе, требуется идеальная высота 900-1400 метров. Арабика и робуста отличаются даже по форме. Например, вот эта арабика, она продолговатая, имеет продолговатую форму. Робуста, она отличается по форме от арабики тем, что она кругленькая. Молотый кофе очень часто как раз мешают робуста и арабика, так как робуста в цене сильно отличается от арабики. Например, $5 может стоить арабика и там 70 центов робуста. Соответственно, так как между ними гигантская разница в стоимости, то молотый кофе часто мешают в процентном соотношении 80 на 20. 20% арабики и 80% робуста. Причем нужно понимать, что 20% в молотом кофе достаточно для того, чтобы кофе был ароматным, так как вот эти 20% дают такое качество аромата, что его достаточно для того, чтобы кофе был более или менее пригодным для потребления. Так вот, для того, чтобы не произошло подмены кофе, ценители кофе предпочитают, конечно же, покупать кофе в зернах, а не молотый. Потому что кофе в зернах позволяет определить даже по внешнему виду, что перед тобой арабика или робуста. Именно потому, что они отличаются по форме, сами зерна. Почти во всей Центральной Америке произрастает хороший кофе. Очень много наград присуждается кофе из Гондураса. В Гондурасе я жила, и действительно очень вкусный ароматный кофе. Выигрывает, занимает призы на международных конкурсах. Но также очень хороший кофе произрастает и в Панаме, и в Венесуэле, ну и в другой части Центральной Америки. Здесь в Панаме также растет кофе гейша, один из самых дорогих сортов кофе. И здесь в Панаме можно его и попробовать на дегустациях, попробовать в кофейнях специализированных.
и приобрести по адекватной цене. Такое ощущение, что букеты – это просто город дендрарий. Здесь невероятное количество деревьев, цветов. Просто краски сменяются от белого к ярко-красному, к ярко-розовому, к фиолетовому. Разные деревья, цветущие растения, цветы. Просто какое-то гигантское количество зелени. Все благоухает. Эти ароматы разлетаются по округе. Одно удовольствие здесь гулять. Экопарк Серра-Ла-Крус раскинулся на вершине холма под открытым небом. И тут есть фотозоны, ландшафтные решения, развлечения и трогательный во всех смыслах этого слова контактный зоопарк. Ругается. Знакомьтесь с Рафаэлем. Еще в Череках можно отправиться в ботанический сад Финка Дракула, Серра Пунта. Как думаете, почему он называется Дракулой? Название сада происходит от названия орхидеи Дракула, которая по своей форме напоминает улыбку Дракулы. Ботанический сад был основан американскими коллекционерами орхидей. Его площадь занимает более 20 гектаров, и это дом для более чем 2000 видов орхидей и других редких экзотических растений. Очень красивые орхидеи, много видов разных цветов. И все они вот с такими вот кувшинчиками. Вот такие вот кувшинчики находятся под цветком. Сюда попадает дождевая вода и запускается процесс образования феромонов. Феромоны привлекают пчел и других насекомых. Здесь есть туннели, по которым дальше они проходят вверх. И в ходе прохождения этих туннелей они опыляются. Происходит перекрестное опыление орхидей. А вот из этого растения, делают сомбреро, то есть шляпы. Из цветов этого дерева, которое напоминает свисающие вниз колокольчики, делают отвар, который способствует засыпанию. И человека можно отравить этим отваром. Поэтому оно запрещено в некоторых странах. Здесь в Панаме оно растет, бывает нескольких цветов: оранжевое, белое, розового цвета. Уши слона.
А это обезьяне хвостики. Ну что, сейчас спустились с вьюпоинта, там открывается чудесный вид, великолепный шикарный. Это змея! Вот и пришло время улетать обратно в Буэнос-Айрес. Это было чудесное приключение. Я буду скучать и ждать новых встреч с Панамой. А меня ждет снова перелет через Боготу и возвращение в уютный и теплый Буэнос-Айрес. До новых встреч!